Всем привет-привет, с вами Алена, и сегодня очень-очень нестандартный, я бы сказала, единственный случай в моей практике. И здесь, честно говоря, прям фиаско по всем фронтам, сейчас объясню почему. В общем, что вы видите? Ногти прям вот широкие, аномально широкие, и это действительно так. И это называется синдром барабанных палочек или эффект стекла часов или что-то в этом роде. В общем, на экран выведу определение на умном, но в народе известно это состояние вот именно как барабанные палочки. И сразу обратите внимание, там зелень, и это такой достаточно ключевой момент в нашей истории. Пока я тут все вот это снимаю, расскажу немножко предысторию. В общем, эти барабанные палочки особенны тем, что сами по себе они болезнью не являются. Ну вот просто это симптом, только симптом, который говорит нам о каких-то других нарушениях, которые могут быть связаны с работой сердца, с легкими. Но так как мы не врачи, я в частности тоже, конечно, это не наша зона ответственности, и рассуждать на эту тему мы здесь не будем и не можем. Это все, как говорится, к врачам. Только там другой момент, надо, чтобы клиент до этих врачей дошел. Но сегодня не об этом. В общем, в какой-то момент обратилась ко мне девушка с просьбой нарастить ей ногти, потому что она их грызет. И принесла ко мне вот это. У меня, кстати, уже выходили о ней ролики, и вот здесь вот одна из промежуточных коррекций до того, как там все пошло не так. Но на самом деле уже после вот этого маникюра стало понятно, что ничего хорошо не будет. И относительно этих ногтей было очень много споров, их обсуждали просто, и, как говорится, их хвост в гриву просто во всех возможных ракурсах. И когда я их первый раз увидела, я подумала, что я тут точно сама не справлюсь, и мне нужна помощь. Первое, что я решила с ними сделать, это нарастить их в технике верхних форм с помощью стекловолокна, дабы они были вот максимально тонкими. Но клиентка предупредила меня, что у нее есть такая проблема. У нее постоянно под ногтями зеленеет. То есть это вот ее жалоба, она говорит, как бы я их ни наращивала, там постоянно зелень. Вообще, когда я их первый раз увидела, эти ногти, я очень сильно удивилась, потому что это было короткое ложе, которое выглядело, как-то, не так вот оно выглядело, как мы привыкли это видеть у грызунов. И я заметила, что ногти очень широкие, и я сразу подумала, что это похоже на барабанные палочки. Я стала ее расспрашивать и даже раздобыла несколько фотографий. Точнее, она мне их показала, да, у нее были в телефоне. И мы поняли, что в динамике ногти меняются, они прям становятся шире. Потому что раньше они были абсолютно другие. И самые широкие это мизинец, безымянный и средние ногти. Все остальные, там плюс-минус какие-то среднестатистические. В общем, мы поняли, что происходят какие-то изменения. Конечно, первым делом я ее спросила, обращалась ли она к врачу и как-то ли она держит это на контроле. Она сказала, что нет, и ее беспокоит только проблема того, что она их очень сильно грызет. Причем вот здесь вот вы наблюдаете еще, типа как будто что-то отросло. Но, как видите, ноготь очень странно отрастает, там вот есть расстояние, что-то скапливается под ногтями. И, понятное дело, тот самый карман, в котором будет собираться нечисть. Вот видите, как раз-таки указательный палец, он другой, а вот три крайних, они вот так вот очень странно поднято выглядят, и на самих кончиках пальчиков мы наблюдаем такое возвышение и даже некоторое уплотнение. В общем, здесь можно даже предположить экзостоз, но его опять-таки тоже нужно ставить этот диагноз не у мастера маникюра, а я могу только порекомендовать сделать УЗИ, рентген, все что угодно, да, то есть то, что посоветует врач, чтобы определить, есть там какие-то костные наросты, либо их там нет. В общем, что мы имеем? Мы имеем заявку клиента на то, чтобы нарастить ногти. Я посмотрела, как выглядели эти ногти, когда ей наращивали до этого. Все равно они были широкие, но мы решили попробовать. И я сделала ей один тестовый палец, по-моему, средний или безымянный. Я выкладывала его в запрет грамм, и, как я говорила выше, я выполнила наращивание там в технике на нити, на верхние формы, и это была фатальная ошибка, потому что именно благодаря этому тестовому ноготочку я поняла, что так делать не надо. Как она и говорила, там есть плохая тенденция на появление зелени, то есть у нее так устроены ее ногти, то есть вот она их так нагрызла и наковыряла, что вот эта подушечка поднялась, и получается, что между ноготочком и самой подушечкой пальца, там под материалом такое уютное местечко. И там все преет, там это сыреет. И, конечно, неудивительно, почему все это становилось зеленым в какой-то момент. Таким образом, мы поняли, что нарастить на верхние формы или даже нарастить на нижние формы на самом деле здесь не представляется возможным.
Заманчивая перспектива сделать здесь, например, акрилом реконструкцию ногтей тоже является провальной, потому что тогда этот материал будет прижат кистью к ложе, и, соответственно, мы тоже получим не тот эффект, и это все будет преть. В общем, все это превратилось в фиаско. Но, так как я знала, что Маша Кидяева, это моя коллега из Москвы, специалист по верхним формам, она все-таки будет проездом в Казани, я решила ее пригласить. Мы тогда провели несколько эфиров, пробовали разные формы, разные способы донарастить эти ногти, и все выглядело несимпатично. Ни квадраты, ни овалы, ничего не смотрелось на этих ногтях. Вот как ни крути, как ни заужай, они просто вот широкие. Жать их тоже по большому счету особо не зажмешь, потому что вот она такая ногтевая пластина изначально широкая. Кстати, вот здесь в уголочке приложу картинку с тестом, вот с таким простым, как определить ногти Гиппократа перед вами или нет. Там не должно быть зазора между пальчиками. Вот здесь будет интересная такая иллюстрация. В общем, приехала Маша, и мы эту бедную девочку прям, если честно, мы ее мучили, но она терпеливо, на самом деле, ждала хотя бы какого-то результата. Мы и так пробовали, снимали, и я, конечно, огребла за те эфиры по полной программе, но, тем не менее, клиент, на самом деле, остался очень-очень доволен. Она сказала, что никто никогда так интенсивно ее проблемой не занимался. В итоге мы сделали ей наращивание, вот как я сейчас буду делать, как раз-таки на гелевые типсы, но не простые гелевые типсы полноразмерные, а есть еще дополнительная серия, которая была выпущена. Они называются крафты. Мы назвали Женей их крафтами. Кто не знает, гелевые типсы Easy Nails — это моя коллаборация с Женей Имени в ее дочернем бренде, наверное, правильно будет сказать, Именька. В общем, выпустили мы крафты. Это те самые типсики, которые раньше клеили на кончик. Если что, вот разница только в том, что это немножко другой полимер. Полимер, если что, это тоже пластик, и все все пластик. Гель тоже пластик, чтобы там никто не расстраивался. В общем, выпустили мы такие типсики, половиночки. И оказалось, что в данном случае это, наверное, самый подходящий вариант, как бы это странно ни звучало, причем я, сидя рядом с Машей, вот до последнего не хотела вытаскивать гелевые типсы, потому что мне казалось, это такой бред, тут сидит Маша, и я тут со своими пластмассовыми ногтями, мне казалось, это жутко непрофессионально. А оказалось, что благодаря форме гелевого типса, который имеет свою арку, у нас появилась возможность поставить эти типсы таким образом, чтобы у нас получился вентилируемый ноготь. Не знаю, как это правильно назвать, мы это назвали как-то так, вентилируемый фасад ногтей. То есть я вот чуть позже, когда приклею, это будет видно, я покажу. То есть получилось так, что у нас остался хороший зазор в виде арки, прям поднятый, между валиком, который находится под ногтем, и самим искусственным ноготочком. Соответственно, так получилось, что там все вентилировалось и просыхало. И тогда она смогла с этим ходить. И она проходила с этими ногтями что-то около 2, по-моему, с чем-то недель. Уже тогда, когда Маша уехала, все, она ходит, и я, естественно, ей спрашиваю, как у нее дела, ничего ли не отвалилось. Она говорит, все хорошо, и вот она в какой-то момент приходит на коррекцию, я выполняю ей коррекцию, которая мне не очень понравилась, все-таки надо было снять и перенарастить заново, и вот она приходит после этой коррекции, которая мне не зашла, и мы решаем все убрать, посмотреть, что там сейчас находится под ногтями, и выполнить перенаращивание. Но я понимала, что вообще само по себе декоративное решение не является здесь решением в целом. Почему? Потому что налицо проблема, как я говорила выше, ногти, синдром ногтей Гиппократа – это нам звоночек, это сигнал о том, что в организме что-то не то. И на каждом приеме я, естественно, говорила ей, что очень надо сходить к врачам, надо сделать чекап организма, все это проверить, узнать, что и как. И, наверное, уже многие догадались, что ничего здесь хорошего не получилось. А получилось, на самом деле, все самое плохое. То есть после вот этого наращивания я уже поняла, что конкретно на эти ногти делать ничего нельзя. Сейчас вы, кстати, видите, как я выполняю установку гелевого типса, который крафтовый, здесь квадрат, вот такая вот, молоток, лепеха, я не знаю, как назвать, вот эта плюха здоровая, огромная лопата, смотрится очень некрасиво, но здесь это прям вариант, то есть мы присушиваем фонариком, крепим точно так же на базу, как видите, никакой подложки здесь нет, она тут по сути не нужна, на тонкий слой все это ставится, также промазывается стык, все то же самое, потом отрежем, будут просто короткие аккуратные ногти. В общем, возвращаясь к тому, что я говорила, я поняла, что здесь вообще нельзя эти ногти наращивать, потому что по истечении где-то, наверное, недели или 1,5
пару недель, она мне пишет, что у нее вот болит безымянный палец. Я говорю, присылай фотографию, она присылает фотографию, ничего не видно, ничего не происходит. Проходит еще там сколько-то дней, она говорит, нет, он все равно болит. Я говорю, ну хорошо, давай приезжай, мы все снимем, потому что, ну там, не дай бог что-то, надо все проверить. И она приезжает, мы снимаем, и там тоже ничего. Она говорит, ну он все равно болит. Я думаю, блин, ну надо, видимо, там, не знаю, УЗИ, рентген, что-то надо делать, ничего не понятно. Она, естественно, ничего не делала, потому что он то болит, то не болит, ничего не понятно. В общем, я поняла, что, ну, девчонка молодая на самом деле, и, может быть, пока не так это все ей важно, это тоже бывает, поэтому писать про ее там какую-то безответственность я, ну, точнее, прошу не писать. У человека реально проблемы, и, возможно, понимание этой проблемы еще не пришло, может, придет попозже. В общем, пока вы тут наблюдаете, я продолжаю наш рассказ. Это уже видео, которое я уже выкладывала. Я приложу на него ссылку. Там оно тоже что-то там про белое содержимое. Слово здесь произносить вслух не буду, на всякий случай. Сами понимаете, тут могут заблокировать. Но кто понял, тот понял. В общем, проходит еще какое-то время. Она мне скидывает фотографию. И я вижу там, ну, такой, знаете, белый участочек в одном месте. Это уже снятое покрытие. То есть я понимаю, что как-то у нее ноготь так вот прилегает к самому ложе. Ничего не понятно. Я говорю, давай, приходи, будем смотреть. И вот как раз-таки содержание этого видео заключается в том, что я стала все это поднимать. Поняла, что у нее ноготочек как будто бы начинает вырастать. То есть, несмотря на то, что он поднятый, он стал каким-то образом туда вот подкручиваться вовнутрь. И в итоге у нас произошло банальное вырастание, ну и как следствие белая субстанция под самим ноготочком там в кармашке. Мы это все, конечно, убрали, мы все это промыли, это есть видео, но это стало повторяться снова. То есть она говорит, он продолжает болеть, и то появляется, то пропадает белое содержимое. Тогда я говорю, ну точно нельзя это вообще никак оставлять. Я говорю, пожалуйста, сходи к врачу. Я сделала еще и пару зачисток, но, к сожалению, посещение врача от нее так и не добилась. Вот это ответ всем тем людям, которые постоянно мне пишут, Алена, вы не имеете права, вы вот не врач. Я вообще здесь ничего абсолютно не сделала. Я пыталась исполнить запрос клиента, да, в нестандартной ситуации. Я ей сотни тысяч раз, наверное, сказала, что надо сходить к этому врачу. И, ну, к сожалению, результата мы не получили. Такая вот грустная история. А это просто промежуточный вариант, может быть, кому-то будет интересно. Это ни в коем случае не руководство к действию. Да, мы получим вполне себе аккуратный, носибельный вариант, но эти ногти реагируют по-другому. Ввиду того, что они изначально другие, то есть они широкие, они как-то по-другому растут, они по-другому себя ведут, они и на покрытие отреагировали иначе. Мы не знаем, было ли это прям 100% спровоцировано покрытием, наращиванием или чем-то еще. У нас, к сожалению, нет об этом данных, и я боюсь, что ни один медик вам этого не скажет. Но вот был такой неприятный результат. После этого я ей сказала, что больше эстетически такую проблему я решать не буду, что я отказываюсь ей делать здесь наращивание, потому что это за собой влечет вот такие вот неприятные результаты. И, соответственно, больше, естественно, я ее не видела. Но главное, что вопрос с воспалением у нас был решен. Я все, насколько это было возможно, и осторожно зачистила. Это можно посмотреть по ссылке после того, как закончите просмотр этого ролика. Можно перейти на другой и там все посмотреть. В общем, что я хотела сегодня, какую мысль я хотела передать? Мысль дня, как говорится, да? Клиенты не всегда будут делать то, что вы считаете правильным. И они в этом по-своему будут думать, что они правы, и правы они по-своему, потому что это ее ногти, это не мои ногти. И она вольна делать здесь все, что считает нужным. Кстати говоря, я называла ее клиенткой, на самом деле это была модель, это та категория абсолютно, ну, которых я беру бесплатно. Это мне даже писали, что вот Лаврентьева с нее денег содрала. Ничего там не драла, честно говоря. Регулярно приезжал, делал зачистки, все, что делал. Ну да ладно. Здесь вопрос, на самом деле, ну, не денег, на самом деле. Ну, красиво, да, получилось, эстетично, то есть достаточно аккуратно. Вроде как вопрос грызунчика решен. Да, они широкие, но это лучшее, что здесь можно сделать. Но, увы и ах, это не решение проблемы. Поэтому не каждый раз ваши клиенты будут делать так, как вы считаете нужным. Не каждый раз они пойдут на зачистку анихолизиса. И не каждый раз вы будете довольны тем, что происходит. И это нормально, потому что они живут свою жизнь, и мы за них эти решения принимать не можем. Ну а с вами была Лаврентьева Алена. Берегите себя
и свои ногти. Пока-пока!